Загадка в поисках Йети. Страшный, холодящий душу вой долго отдавался эхом в сводах пещеры. Археолог Моро предупредительно поднял руку и остановился. Инспектор Гудвин подошел к Моро и сказал: «Когда ты, мой друг Моро, уговаривал меня пойти с тобой в экспедицию, ты говорил мне, что экспедиция безопасна». «Именно так», — сказал Моро, прислушиваясь к таинственным звукам в пещере, «наша экспедиция в поисках Йети безопасна, опасно только участие в этой экспедиции». «Спасибо», — успокоил, переходя на шепот, сказал Гудвин. В полумраке туннеля пещеры из темноты начал вырисовываться силуэт мохнатого существа, осторожно приближающегося к археологам. Йети, скорее всего это был он, ростом более 2 метров, похожий на человека, покрытый грубой шерстью, внимательно глядел на искателей приключений своими желто-красными глазами. Раздалось угрожающее рычание, и Йети остановился. Наступила тревожная пауза, которая могла закончиться катастрофическими последствиями для Моро и Гудвина. Было так страшно, что у Гудвина заныли зубы. Археолог Моро был профессионалом, даже в экстремальных условиях он не терял самообладания. Медленно, не привлекая внимания, он поднял фотоаппарат и сделал снимок. Яркий свет фотовспышки осветил своды пещеры. «А теперь бежим!» — крикнул Моро, увлекая за рукав остолбеневшего от неожиданности инспектора. Друзья устремились в соседний туннель и, обгоняя боевой крик Йети, скрылись в мрачном сумраке пещеры. После продолжительного бега археологам пришлось остановиться. Туннель закончился и разделился на 3 прохода. «В этом таинственном мире и надписи зашифрованы», — сказал Моро. Инспектор Гудвин в течение 2 минут сумел расшифровать надпись и определил, по какому проходу необходимо следовать друзьям, чтобы выйти из пещеры. Какой проход выбрал Гудвин? Ответ на загадку. Инспектор Гудвин расшифровал ребусы. Надпись на проходе номер 1 гласит «Смерть». Надпись на проходе номер 2 означает «Жизнь». Надпись на проходе номер 3 – «Заточение». Гудвин выбрал проход номер 2.